Сегодня готовим нежнейший медовик по рецепту моей бабушки. Вкус и аромат этого торта покорит вас с первого кусочка. Нежный, тающий, хорошо пропитанный сметанным кремом с нотками ванили. В состав теста не входит сливочное масло. В зимние рецепты внесены некоторые корректировки. Вместо грецкого ореха используется миндаль, а из одного коржа сделаны елочки для декора. Сметана для крема используется жирностью 20%, можно взять и 30%. Чем жирнее сметана, тем более густой получится крем. Вместо красной смородины можно взять клюкву. Вместо розмарина и тимьяна украсить мятой или мелиссой. Начнем приготовление с медовых коржей. В кастрюле с толстым дном высыпать сахар, добавить мед. Нагреть до растворения кристаллов, постоянно помешивая. Всыпать соду, хорошо перемешать. Масса побелеет и увеличится в объеме. Снять с плиты. Подождать пару минут, чтобы масса немного остыла. Перемешать. Ввести яйца. И хорошо смешать венчиком. Просеять муку и мешать лопаткой до однородности. Вывалить тесто на стол, присыпанной мукой. Хорошо вымесить. Сформировать жгут. Разделить на 7 частей. Скатать в ладонях колобки. Тесто теплое и не забито мукой, поэтому немного плывет. Выложить колобки на тарелку. Накрыть пищевой пленкой и убрать в морозильник. Через 20-30 минут переложить в холодильник. Присыпать поверхность мукой. Достать один колобок, слегка сплющить. Обвалять в муке. Тонко раскатать круг чуть больше размера формы, по которой нужно обрезать. В данном случае формой служит дно от разъемной формы диаметром 20 см. Перенести круг на противень, слегка присыпанный мукой. Выпекать в разогретой духовке до 200 градусов 5-7 минут. Пока выпекается корж, достать следующий колобок, раскатать. Сразу после выпечки обрезать корж по форме. Муку смести кистью. И так испечь 6 коржей. Коржи можно выпекать и на пергаменте, это как вам удобней. Перевернуть, снять пергамент и обрезать.
Обрезки от коржей измельчить любым удобным способом в среднюю крошку или пыль. А если немного покреативничать, то можно порубить ножом до вида мелкой соломки. Вот такая оригинальная обсыпка получается. Если медовик без декора елок, то и 7-й корж испечь. И в данном случае 7-й колобок пойдет на елочки. Для этого нужны круглые формочки разного диаметра. Здесь используется с волнистым краем. Из тонкого раскатанного теста вырезать кружки разного диаметра. Чем больше кружков различного размера, тем выше елка получится. Но для украшения торта не нужны высокие елки, чтобы все смотрелось гармонично. У кружка сначала сделать надрезы через каждые 90 градусов, то есть круг надрезать на 4 части, затем каждую часть надрезать пополам. В итоге должно получиться 8 частей. Концы слепить таким образом, как показано на видео. Должен получиться цветок с 8 лепестками. Так поступить со всеми кружками. Можно заготовку взять в руки и таким образом формировать лепестки. Попробуйте, как вам удобнее. Я думаю, вы поняли, что не важно, какой край у кружка, волнистый или ровный, поэтому если нет формочек, используйте что есть: рюмки, стаканы, бокалы и так далее. И еще нужно позаботиться о верхушке елки. Это могут быть маленькие звездочки. Самые маленькие кружочки можно разрезать на 6 частей. Обрезки теста собрать в ком, раскатать и вырезать далее круги. И так, пока не уйдет все тесто. Выложить готовые цветы на застеленный пергаментом противень. Выпекать в разогретой духовке до 180 градусов примерно 5-7 минут. А вообще коржи и заготовки для елки можно испечь заранее за 2-3 дня. Собрать елки по принципу пирамиды, то есть на печеньку большого диаметра выкладывать печеньки с меньшим диаметром. Получилось 4 елочки. Бабушка всегда в медовик добавляет грецкий орех, но в этом рецепте используется миндаль. Его нужно немного подготовить. Отправить в выключенную разогретую духовку, то есть вынуть печеньки и сразу отправить орехи. Оставить до остывания духовки. За это время миндаль подсушится. Затем измельчить до среднего состояния в измельчителе или порубить ножом. Разделить орех на 5 частей. Готовим крем. В сметану всыпать сахар и ванильный сахар. Взбить миксером до однородности. Можно долго не взбивать, так как торт будет собираться в кольце. И неважно густота крема. Но если собираете без кольца, то надо взбить до получения более густого крема. Можно даже заранее сметану отвесить в марле или использовать более жирную 25 или 30%. Вот такой крем получается. На блюдо установить кольцо от разъемной формы вверх тормашками. Замок кольца должен быть открыт, тогда коржи не будут прилегать к стенкам. Ацетатную пленку скрепить скрепкой и установить внутрь. В центр выложить чуть-чуть крема и сверху корж. Выложить примерно 2 половника крема. Аккуратно разровнять лопаткой. Посыпать 1 частью орехов и далее чередовать корж, крем, орехи.
Не забудьте убрать скрепку. Кстати, когда торт собирается в кольце, при его разрезе будут четко видны слои крема. Шестой корж смазать только кремом, без орехов. Немного крема оставить для боков и елочек, а пока убрать в холодильник. Если при сборке не используется кольцо, нужно сразу промазать бока и обсыпать весь торт крошкой. Накрыть пищевой пленкой и убрать в холодильник минимум на 2 часа для стабилизации. Взять одну елочку и расформировать, раскладывая печеньки по порядку. Самый нижний цветок выложить на тарелку. Нанести крем и в обратной последовательности собрать елку. Чередуя печеньки и крем. Старайтесь, чтобы лепестки цветка не накладывались друг на друга. Сверху установить звезду. Таким образом собрать все елочки. Крем наносится не только для скрепления печенек, но и для пропитки, чтобы елка получилась более мягкой. Да и выступающий крем выглядит как снег. Можно еще притрусить сахарной пудрой, и получаются более заснеженные ели. Через пару часов достать торт из холодильника. Убрать кольцо. Оно очень легко снимается. Аккуратно снять ацетатную пленку. Немного крема, который отложили, добавить наверх. Разровнять лопаткой. Нанести крем на бока и хорошо промазать. Если вдруг не хватит крема, можно использовать просто сметану. Излишки крема очень легко убираются силиконовой лопаткой. Обсыпать весь торт крошкой. Сначала обсыпать бока, немного придавливая, чтобы крошка прилипла. Затем обсыпать верх. Крошку смести с блюда силиконовой кистью. Такая крошка в виде соломки смотрится необычно интересно. Место, где по плану должны быть елки, притрусить немного сахарной пудрой. Установить 2 елочки разной высоты. Далее разложить розмарин, красную смородину, тимьян. Притрусить все сахарной пудрой. Разрезать одну елочку пополам и приставить к боковине торта. У одной половинки снять нижнюю печеньку, чтобы елочка стала пониже. И вот обычный медовик превращается в новогоднюю снежную сказку. Теперь его можно убрать в холодильник. Очень важно дать ему пропитаться и настояться хотя бы ночь. Если остались обрезки от коржей и немного крема, можно приготовить очень вкусный медовый десерт в креманке. На дно креманки выложить крем, затем чередовать коржи, крем, орехи. Сверху посыпать крошкой. Украсить красной смородиной, тимьяном. Притрусить сахарной пудрой. Убрать в холодильник для пропитки. Перед подачей заварить вкусный чай, например, облепиховый с лимоном. Порционно нарезать. И наслаждаться. Это очень вкусно, тут все идеально сочетается. Нежные ароматные коржи, хорошо пропитанные сметано-ванильным кремом и дробленый миндаль. Торт хорошо держит форму и в то же время мягкий и нежный. Смаковать его можно сразу после холодильника. Но еще вкуснее он становится, если немного постоит при комнатной температуре. Тогда сильнее раскрываются вкусы и чувствуется еще больше нежности в каждом кусочке. Приготовьте этот медовый торт и наслаждайтесь вкусом.